Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз – это расклад на вторую половину месяца августа для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что ожидает тельцов с 15 по 31 августа. Какие карты вам сегодня выпадут в нашем раскладе, что интересного произойдет непосредственно у вас. Надеюсь, этот расклад вам подойдет и окажется вам полезен. Пишите ваши комментарии, отзывы оставляйте. Можете подписаться также на этот YouTube канал, если вы еще не подписаны. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у тельцов. Земная стихия, земной знак зодиака, телец. Какие карты вам выпадут? Первая карта у вас карта повешенная. Карта возможно какой-то паузы, остановки, приостанавливаетесь в какой-то работе. Может быть, вы видите вещи под другим углом, то есть в другом фокусе, в другом ракурсе. Может быть, собираете больше информации о чем и больше разбираетесь в каких-то вопросах, по-другому теперь смотрите на вещи. В любом случае, здесь хороший период для вас, чтобы посмотреть на вашу жизнь или на ситуацию, в которой вы находитесь, иначе, в другом ракурсе. Карта повешенная. Дальше семерка мечей, карта обмана, карта нечестности, лжи. Может быть, здесь какая-то стратегия, которую вы выстраиваете, не рассказывая окружающих, не посвящая окружающих, да, в свои дела, в свои планы, не рассказывая о своих планах, либо сталкиваетесь с ситуацией, где кто-то как будто бы вас загоняет в тупик своей ложью, своим обманом. Тут же есть шестерка жезлов, которая как будто бы не вписывается в общий контекст, потому что она говорит о триумфе. Может быть, после непростого пути, но получения успеха в каких-то делах, может быть, благодаря вашему иному взгляду на вещи и стратегии, которую вы выстраиваете, вы по шестерке жезлов сможете добиться хорошего результата в каком-то деле. И тут же туз кубков, новое радостное начинание, очень эмоциональное новое начало, которое может принести хорошее, нечто радующее вас, это удовлетворение, которое вы получаете, собственно, что-то вас вдохновляющее и очень-очень позитивное, может быть, романтичное, может быть, вы здесь начинаете какое-то новое дело, которое вас сильно вдохновляет, или по-другому смотрите на вещи, раскрываете какого-нибудь обманщика, но при этом выходите в свет, знакомитесь, находите новые отношения, к примеру. Ну, то есть вот что-то такое тоже здесь может быть. В любом случае карты, вот эти две очень хорошие. Ну, давайте посмотрим, что здесь у вас есть и какой новый путь перед вами открывается с этим магом, который есть рядом с тузом кубков, и рыцарем мечей. Здесь появляется воздушная стихия, может быть, общение с воздушным знаком. Это весы, близнецы или водолеи. В целом здесь можно говорить о том, что вот эта мощная искра нового эмоционального начинания, которая есть тузом кубков, она требует довольно быстрых и целенаправленных действий от вас по этому рыцарю мечей. Если вы проявляете себя по этой стихии, по этой карте, здесь хоть вы не воздушный знак, но вы прям вынуждены мчаться вперед, вы чувствуете себя очень вдохновленными, очень преисполненными силы, уверенности в своих возможностях, то есть амбициозными такими, здесь готовыми действовать, готовыми что-то начинать. Маг — это первая карта в старших арканах, то есть начало, единица. Все начинается с первого шага. Вот это тот шаг, который вы готовы делать, потому что у вас есть необходимые инструменты, ресурсы, знания для того, чтобы начинать нечто здесь творить, создавать и созидать, и вы мчитесь для того, чтобы это успеть сделать, сосредоточены на такой своей цели. Но после того, как посмотрите на вещи иначе, под другим углом, и, возможно, здесь также может быть и ситуация, где вас загоняет в тупик, ситуация, где кто-то вас обманывает, вы об этом узнаете, это может вызвать какое-то разногласие, конфликт в отношениях с таким человеком. Кстати, не исключено, что это все-таки воздушный знак, потому что вот здесь он в этой тройке выпал, да, карта рыцаря мечей, весы, близнецы или водолеи. В любом случае вам нужно сделать как будто бы какую-то паузу по карте повешенной, приостановиться, остановиться, подумать и посмотреть на вещи иначе, чтобы прояснить ситуацию какую-то, возможно, касающуюся вашей матери или вашей жены, карта императрица. Может быть, вы смотрите иначе на какие-то вещи, касающиеся вашей семьи или ваших детей.
Но в любом случае у вас здесь как будто вы после этой паузы, смотря на вещи по-другому, с другой стороны, видя новую возможность, которая может иметь хороший потенциал, хороший рост, потому что есть императрица, вот вы здесь можете действительно это позитивное начало создавать, потому что императрица, она очень хороший посыл несет в том, чтобы начинать что-то делать. И вот эта временная пауза, временная остановка, она не должна рассматриваться как неудачу с вашей стороны, да, вы не должны на нее смотреть как неудачу, а как на какую-то возможность собрать свои ресурсы, свои силы перед тем, как начать действовать. То есть у вас эта пауза, она дается для созидания, для восстановления, возможно, потому что карта императрицы — это карта изобилия, в которой вы вкладываете очень много работы для того, чтобы это изобилие получить. То есть в целом вот карта императрица, кстати, может говорить, что вы делаете паузу, останавливаетесь и окружаете себя комфортом. Может быть, вы стараетесь здесь как-то позаботиться о своей женственности, о своей внешности, если смотрят женщины, и перестать думать о каком-то дефиците, об отсутствии там финансов или каких-то других ресурсов в вашей жизни, потому что, возможно, какой-то период времени он у вас был, этот дефицит, и, соответственно, вы его, испытывая, прожили это состояние, эту ситуацию и могли немножечко заякориться на этом состоянии. Но вам нужно постараться от этого отгонять свои мысли от какого-то дефицита. Когда вы чувствовали, что вам чего-то не хватает, или вы недостаточно для чего-то хороши, или вам не хватает внимания там чьего-то, то есть вы как за закрытой дверью, вы должны сделать паузу и сосредоточиться в этом состоянии, паузы на заботе о себе. Да? И позволить, может быть, себе, там, не знаю, уделить больше внимания, времени, побаловать себя чем-то, то есть порадовать свою женскую натуру. Дальше у вас идет 4 жезлов. Это карта, кстати, семьи, карта социального взаимодействия с окружающими людьми по 4 жезлов. Возможно, здесь речь идет о том, что кто-то в вашем окружении, может быть, не совсем честен с вами, какую-то стратегию выстраивает, но Верховная Жрица, вы об этом узнать можете, понять. Кстати, да, Верховная Жрица под 7 мечей, которая тоже Луну здесь показывает. То есть действительно какая-то стратегия, может быть, или скрытые мотивы. Может быть, вы стараетесь держать в секрете какие-то вещи, не рассказывать о них окружающим. Либо вы узнаете о какой-то стратегии, о чем-то тайном, о чем лучше не рассказывать. Может быть, это касается вашего дома и семьи, потому что есть 4 жезлов. Либо вы выстраиваете стратегию, которая приведет к победе и к успеху, каким-то вот таким успешным событиям, потому что 4 жезлов дает как будто повод для радости или что-то потом отметить, потому что этот план, эта стратегия, она как будто выгорает, получается. Да, может быть, даже вас как будто публично кто-то с чем-то поздравляет, и за вас радуются окружающие. Следующая у вас есть карта пажа кубков, карта хорошего шанса и хорошей возможности, опять-таки очень эмоциональная, очень чувственная. И здесь у нас снова напоминание о тузе кубков, который у вас уже выпадал. И при этом под тузом кубков у вас есть 9 жезлов, то есть карта необходимости немножечко как будто бы себя защитить в происходящем. А опять-таки, возможно, проявив настойчивость, напористость в каких-то делах, если вы себе что-то решили, надумали, возможно, попадая в какие-то позитивные изменения, перемены или предложения, которые к вам поступают, возможно, вы себя постараетесь в какой-то момент как будто от них отгородить, мол, я этого не хочу, меня это не касается, я занимаюсь своими делами, да, и мне не нужно и не интересно это предложение. Вот, но в любом случае вам желательно обратить внимание на какие-то возможности, которые здесь у вас есть, то есть немножечко снять вот эту оборону, которую вы вокруг себя выстраиваете. Здесь же есть королева мечей снова, воздушная стихия и 8 чаш. Карта 8 кубков показывает необходимость уйти от сожаления, разочарования, от каких-то тревог здесь. Возможно, по королеве мечей вам нужно будет очень много думать, правда, смотреть на вещи по-другому, разбираться в чем-то.
логично, здесь стараться мыслить логично. Возможно, это карта вашей энергии здесь, а может быть общение с воздушным знаком, весы, близнецы или водолей. Но в любом случае для вас важна здесь истинная ясность ума, и вы здесь стараетесь мыслить очень-очень рационально. Вам нужно здесь мыслить аналитично, подходить ко всем вопросам, исходя из фактов, постараться отсеивать какие-то манипуляции, которые могут быть со стороны, чтобы вас никто не обманул, потому что окружающие люди, кто-то в вашем окружении может постараться ввести вас в заблуждение. Поэтому вам нужна очень четкая позиция, очень твердые границы, и вы должны отсеивать зерна от плевел, да, то есть правду от лжи, прям очень точными быть в этом вот моменте. И какие-то эмоциональные манипуляции, которые могут быть здесь и в которые вы можете попадать, стараться их отсеивать. Возможно, нужно держать свои намерения, планы при себе. Опять-таки, Верховная Жрица и Семерка мечей. То есть пока не настанет подходящий момент, об этом не говорить, не рассказывать, держать при себе и сохранять определенные границы. И Восьмерка кубков, уйти от чего-то, что вызывает у вас разочарование, неуверенность. То есть если что-то как будто бы вам не подходит, может быть, раньше что-то подходило, работало, а сейчас совсем не подходит, вам нужно без сожаления от этого уходить. То есть не сожалеть, не горевать, не переживать, что вы что-то теряете. Таким образом вы сбережете свои границы, свои ресурсы, там, свое спокойствие. То есть для вас это будет важно в периоде вот этого восстановления сил по повешенному императрице и действительно возможности продумать какой-то план дальнейших ваших действий. Итак, дорогие мои, на этом, я думаю, для тельцов я сегодняшний таро-прогноз на период с 15 по 31 августа завершу. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого!